Добрый день! Это видео посвящено семейным традициям еще одной современной культуры– Египта. Многие наши соотечественницы отдыхали в Египте и видели жизнь местных, так сказать, со своей колокольни. Возвращаясь, они делятся впечатлениями, причем у всех разные, в том числе и диаметрально противоположные, от презрения до почти обоготворения. Чем же вызвана такая палитра точек зрения? Начать стоит с того, что отношение египтян к туристам пренебрежительное. Тем, кто платит деньги, обещают золотые горы, но это не мусульмане, значит обманывать можно. Отсюда формируется и ответное презрение к местным со стороны приезжающих. Для понимания, откуда берется противоположное мнение, нужно вспомнить, что в природе женщины заложено желание нравиться, особенно на отдыхе и у моря. Дальше кому как повезет. Культура и религия египтян осуждает европеек с их страстью раздеваться прилюдно до купальника, а то и совсем. Это же относится и к нашим. Существует даже специальная туристическая полиция, защищающая приезжих от праведного гнева местных. Больше других порицаются худенькие, ведь в восточных представлениях о красоте у женщины крупные формы. Но, как говорится, против природы не попрешь. В священный месяц Рамадан, во время строжайшего мусульманского поста, у местных мужчин взгляды на туристок очень хищные. Именно поэтому пышечки так часто возвращаются из страны пирамид восторженными и влюбленными. Мечтают поехать обратно и выйти замуж за объект своих воздыханий. Тут, кстати, тоже многое зависит от везения. Для того, чтобы сожительствовать с женщиной, египтянин оформляет разрешение. Это вовсе не брачный договор, как иногда думают наивные девушки. Грубо говоря, такая бумага делает вас официальной наложницей, а Коран, священная книга мусульман, разрешает мужчине иметь их множество. Но даже если с вами все-таки зарегистрирован брак, это не гарантия того, что вы единственная. По закону страны разрешается до 4 жен. Правда, при условии, что они будут одинаково обеспечены. Если у одной квартира, то и у другой такая же. У первой дом, у второй похожий. А когда ничего нет, то сами все понимаете. Опять же, европейке не нужно выкуп платить, сплошная экономия. Теперь давайте разберемся, что же все-таки такое египетская семья. Это большой клан родственников, поддерживающих друг друга. Каждый из них будет вас презирать, если не на показ, то в глубине души точно. Даже если будет улыбаться и принимать денежную помощь. Супруга не мусульманка никогда не будет уравнена в правах с местной. Судите сами. За поведением египтянки с детства строго следят. Еще бы! Ведь невинный поцелуй в щеку или в лоб не позволит выдать ее замуж. А за вами кто присматривал? Кроме того, чтобы начать встречаться с местной девушкой, нужно спросить разрешение у родителей и подарить ей золотое кольцо или серебряное по бедности. После этого можно пойти прогуляться в людное место, и лучше в сопровождении родственника. Если понравились друг другу, тогда помолвка. И снова траты – кольца, браслеты, ожерелья или деньги на их покупку. На свадьбе, конечно, тоже подарок для новобрачной. Кстати, это все ее личное. Никто, ни муж, ни отец не имеют права отобрать. С жениха еще квартира, с невестой обстановка. Обязательно подписывается брачный договор, где, помимо прочего, указывается сумма, выплачиваемая семье девушки в случае развода. Так что сами понимаете, если вас взяли в жены, то мужчина очень экономный или просто бедный, не может себе позволить настоящую супругу. И отношение соответственное. Это как если вы хотите последний iPhone, а можете купить только 3-копеечный телефон. Им не хвастаются, а стыдливо прячут от чужих глаз. Женщины в египетских семьях занимаются хозяйством, смотрят телевизор, принимают в гости родственниц. Жене работать стыдно, ведь это говорит о том, что муж беден. Женщина должна каждый день спать дома, поэтому такое понятие, как уехать в командировку или на заработки, исключено. Дети предоставлены себе почти с рождения, поэтому в курортных городах часто можно встретить маленьких попрошаек. Внутри большой семьи не избежать конфликтов, но наружу ничего не выносится. А если посторонний оскорбит кого-то из родственников, то кровная месть. Да-да, это не пережиток средневековья, а реальная практика. Вот представьте, муж умер, например, как кровник. От такого, увы, никто не застрахован. Женщину берет в жены младший брат. Но вас, скорее всего, куда-нибудь ушлют. Если уже родилась девочка, то, наверное, домой, в Россию отпустят. Зачем им лишние траты на нее?
С мальчиком же, вероятнее, поедете в глухую египетскую деревню. У местных почти не бывает разводов, потому что это позор. Чуть ли не единственная причина для этого – отсутствие потомства. Девушку, которую вернули родителям, отец имеет право убить. Мужчине нужно лишь трижды сказать, что он разводится с женой в присутствии свидетелей, и брак расторгнут. Женщина уходит в том, что на ней надето. Поэтому зачастую замужние дамочки носят на себе все украшения, которые у них есть. Вот такое семейное счастье по-египетски. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо вам за внимание.